Всем доброго времени суток! Вы на канале Ницола. Меня зовут Валентина. Сегодня я буду вязать подушку интерьерную в детскую комнату и приглашаю вас связать со мной такую же или похожую. Для своей подушки я буду использовать два цвета. Это голубой и белый. Вот такая травка от Ярнард называется. Самбо. Здесь в составе 100% полиэстер. В 100 граммах 150 метров. Для вязания подушки я буду использовать спицы на тросике номер 4. Начинаю я вязать свою подушечку белым цветом. Буду петли набирать сейчас способом Джуди. На одну спицу 60 петель я наберу и на вторую спицу тоже 60. То есть в общей сложности у меня должно получиться 120 петель на двух спицах. Каким образом набираются петли способом Джуди, я уже показывала на своем канале. Дополнительно внизу под этим видео оставлю ссылку. Итак, набираю 120 петель. Итак, конец нити у меня сейчас идет на большом пальце, а нить от клубка у меня идет на указательном пальце. И сейчас вот эту нить, которую на двух пальцах, я провожу между спицами. Спицы веду от себя вот таким вот образом и завожу между спицами нить вот так. Набрасываю на левую спицу, прокручиваю. У меня получилась на левой спице первая петля. Затем следующую петлю я набрасываю на правую спицу, завожу нить между спицами по направлению к себе, это с большого пальца, и набрасываю на правую спицу. Вот так. Затем завожу между спицами нить с указательного пальца, набрасываю на левую спицу. Затем завожу нить с большого пальца и набрасываю на правую спицу. Затем завожу нить с указательного пальца, набрасываю на левую спицу, завожу нить между спицами с большого пальца и набрасываю на правую спицу. И таким образом я продолжаю набирать петли, пока у меня на каждой спице не окажется по 60 петель. Итак, я набрала способом Джуди на 2 спицы 120 петель, 60 петель на верхнюю спицу, 60 петель на нижнюю спицу. И сейчас петли, которые у меня на нижней спице, я перетащу на леску. Петли, которые на верхней спице, у меня останутся на спице, и я продолжу их вязать. Итак, я петли сейчас на нижней спице, которую перетаскиваю на леску. При этом аккуратно придерживаю хвостик вот там, вот этим пальцем, чтобы петли не распустились. И вот здесь у меня идет нить от клубка. Далее я буду вязать способом Magic Loop в круговую все петли лицевыми. Сейчас я буду вязать первый ряд, который состоит из 120 петель, то есть 60 петель на одной спице и 60 петель на другой спице лицевыми петлями. Я провязала половину ряда, ровно 60 петель, которые были на верхней спице. Вот здесь у меня находится ориентир. Это означает то, что здесь у меня начинается и заканчивается ряд. То есть я вяжу в круговой и ориентируюсь по этому хвостику от наборного ряда. Можно здесь также повесить маркер, так будет проще. Итак, я провязала первые 60 петель. Сейчас провязанные петли я перетащу на леску. А петли, которые были на леске, я перетащу на спицу. Я перетащила петли, провязанные на леску, а петли, которые еще не провязаны в первом ряду, я перетащила на спицу. И продолжаю вязать лицевыми петлями все петли до конца первого ряда. Итак, я провязала первый ряд до конца. Вот мой ориентир, это хвостик от наборного ряда. И сейчас я буду таким же образом вязать второй ряд. То есть все 120 петель буду вязать лицевыми петлями, 60 петель на одной спице и 60 петель на второй спице. Я сейчас провяжу петли, которые у меня на спице лицевыми, затем поменяю местами те петли, которые у меня будут провязаны, я отправлю на леску, а те, которые сейчас на леске, у меня перейдут на эту спицу. И таким же образом, этот способ называется Magic Loop, я буду вязать
несколько рядов белой нитью в круговую. Итак, я провязала 7 круговых рядов подушки. В начале я здесь повесила маркер для того, чтобы быстрее ориентироваться, где начало ряда. И сейчас в этом 8-м ряду я буду вводить второй цвет. Дальше я буду вязать по спирали. Буду вязать то белым, то голубым цветом один ряд. И сейчас я вам покажу, каким образом я буду вязать по спирали, так чтобы не было никаких абсолютно протяжек. Сейчас я в начале ряда провяжу еще приблизительно 7 лицевых петель белой нитью. Теперь белую нить я оставляю, беру голубую и присоединяю голубую нить. Пока я хвостик оставляю, я его заправлю позже, в конце уже вязания, когда будут заправляться все хвостики. А сейчас просто придерживаю вот пальцем для того, чтобы провязать первую петлю и чтобы эта нить не убежала. Значит, я просто дальше буду вязать вот таким вот образом голубой нитью лицевые петли. То есть у меня белая нить осталась, а дальше я вяжу голубой нитью. Голубой нитью я буду вязать весь круговой ряд вот до маркера. То есть провяжу вот эти петли, все, которые у меня на спице, затем те, которые на леске провяжу, и остановлюсь вот здесь в начале ряда. Затем я вам покажу, каким образом я буду продолжать вязание. Итак, я провязала полностью круговой один ряд голубой нитью. Вот здесь я остановилась. И сейчас я провяжу еще петли голубой нитью в начале следующего ряда. Раз, два, три. У меня остаются непровязанными 4 петли. Я их сейчас просто переснимаю на правую спицу, не провязывая. Оставляю голубую нить и подхватываю белую. Вот так. И продолжаю сейчас вязать белой нитью. Вот у меня осталась голубая нить здесь. Это хвостик, а вот здесь у меня осталась голубая нить. Сейчас я белую нитью провяжу до конца ряда. Полностью эти петли, которые на спице, затем те, которые на леске. Вот здесь я в начале ряда остановлюсь и покажу вам, как я буду вязать подушку дальше. Итак, я провязала белой нитью до конца кругового ряда. Вот здесь у меня маркер, вот здесь у меня нить от клубка. И сейчас я белую нить оставлю и буду дальше продолжать вязать голубой нитью. Вот голубая нить. И сейчас вот эти 3 непровязанные петли я переброшу на правую спицу. То есть я их не провязываю белой нитью, я их просто перебрасываю. Вот я перебросила эти 3 петли на правую спицу. И дальше я буду продолжать вязать голубой нитью. То есть вот этот ряд я провяжу полностью голубой нитью. Но в конце ряда, вот здесь, уже получается на этой спице, я опять же таки оставлю не провязанными 3-4 приблизительно петли. Вяжу до конца ряда. В конце ряда я оставлю 3 приблизительно петли не провязанными.
Я провязала голубой нитью до конца кругового ряда. Вот здесь у меня начало и конец ряда обозначено маркером. Я ориентируюсь на него. Оставила 3 петли не провязанные. И сейчас я оставляю голубую нить, которую я вязала этот ряд. Просто оставляю и перебрасываю те 3 петли, которые у меня на левой спице белой нитью, на правую не провязанными. Вот так. И у меня сейчас в работе будет белая нить. То есть я один ряд вяжу белой нитью, один ряд вяжу голубой нитью. До конца кругового ряда я не довязываю 3-4 петли. То есть я их оставляю, перебрасываю на правую спицу для того, чтобы добраться до нити от мотка. И дальше продолжаю вязать нитью другого цвета следующий ряд. И так каждый раз. Давайте я вам покажу еще раз. Сейчас я поменяю местами, передвину эти петли на леску, а те, которые у меня на леске, на спицу. Поменяла местами петли. Сейчас я буду продолжать вязать следующий ряд белой нитью. Вот здесь у меня ряд провязан голубой нитью, а этот следующий ряд я буду продолжать вязать уже нитью. Итак, я вяжу круговой полностью ряд сейчас белой нитью. Не довязываю до конца ряда 3 петли. И затем я их переброшу на правую спицу и буду продолжать следующий ряд вязать голубой нитью. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот, довяжу сейчас круговой ряд до конца, оставлю 3 петли и покажу вам еще раз. Я провязала белой нитью почти до конца. То есть я вязала по голубому цвету. Сейчас у меня постоянно вот это место начала ряда условно смещается на 3 петли, так как я 3 петли каждый раз оставляю для того, чтобы ввести другой цвет. Вот я провязала белой нитью по голубой. И сейчас я белую нить оставляю. Затем 3 петли, которые в предыдущем ряду были провязаны голубой нитью, я просто перебрасываю не провязанными на правую спицу. Беру голубую нить и дальше вяжу круговой ряд голубой нитью. Все петли лицевые. Сейчас я поменяю местами эти петли, которые на спице, переброшу на тросик, а с тросика на спицу. И продолжу круговое вязание. Я поменяла местами петли, которые не провязаны у меня сейчас на левой спице, а петли, которые я провязала на леске. И продолжаю сейчас круговое вязание. Сейчас я буду голубой нитью вязать этот ряд до конца, то есть вот до этого места. Вот здесь я остановлюсь, 3 петли оставлю. И я думаю, еще раз вам покажу, каким образом я ввожу другой цвет в работу. Вяжу дальше лицевыми петлями голубой нитью до почти конца кругового ряда. То есть у меня с той стороны сейчас начало ряда уже смещается постоянно на 3 петли. И здесь я остановлюсь и еще раз вам покажу, каким образом я меняю цвет. Вот я довязываю круговой ряд голубой нитью. Оставляю 3 петли. Оставляю также голубую нить, которую я только что вязала. Белая нить у меня находится вот здесь. Я сейчас вот эти 3 петли, которые белой нитью в предыдущем ряду провязаны были, и сейчас я их не провязала голубой, я их перебрасываю на правую спицу не провязанными. И дальше продолжаю вязать следующий ряд белой нитью.
И таким образом я буду вязать один круговой полностью ряд белой нитью, один круговой полностью ряд голубой нитью, следующий ряд белой нитью, следующий ряд голубой нитью. И буду таким образом чередовать и вязать до конца этой подушечки, то есть пока мне достаточная будет высота этой подушки, и затем я остановлюсь и покажу, что буду делать дальше. Еще раз напомню то, что до конца ряда я не довязываю каждый раз 3 петли, то ли это белым цветом я вяжу, то ли это голубым цветом я вяжу. Постоянно я оставляю 3 петли. Условно начало или конец ряда у меня постоянно смещается, так как я не довязываю 3 петли до конца ряда. И сейчас у меня начало и конец ряда это границы белого и голубого цвета. Вот здесь. Значит, я провяжу белым цветом вот полностью круговой ряд и остановлюсь вот здесь. 3 петли я не провяжу. Оставлю их, переброшу на правую спицу и дальше буду продолжать голубым цветом вязать. Итак, сейчас я вяжу ряд белым цветом, вяжу его до конца, оставляю 3 петли и дальше таким же образом буду вязать голубым цветом. И я продолжаю таким образом вязать до нужной мне высоты подушки. Итак, все ряды по спирали у меня довязаны полностью в высоту. Вот какое полотно у меня получается. С изнаночной стороны выглядит вот таким образом. У меня так получилось, что я извязала голубой цвет полностью, поэтому я уже спрятала хвостик, который здесь оказался. И также хвостики, которые были в начале, голубого и белого цвета. Мне осталось сейчас высоту провязать 7 рядов белым цветом, вот так как я делала это в начале работы. То есть вот здесь я буду продолжать вязать лицевыми петлями просто белым цветом. И затем в конце я закрою полотно невидимым трикотажным швом петля в петлю. Итак, я связала нужную мне высоту белой нитью, лицевой гладью. Мне осталось сейчас соединить вот эту часть и вот эту часть. Я буду сшивать петли трикотажным швом невидимым, который называется петля в петлю. Я буду это делать при помощи той же нити, которую я вязала это полотно. Довольно сложно показать, действия будут при помощи этой нити. И я постараюсь в ближайшее время показать на другой пряже, как я делаю трикотажный шов петля в петлю. Ну а сейчас мы пока закончим эту работу и при помощи этой нити. Значит, я вдела в иглу с тупым кончиком эту нить. Далее она довольно-таки длинная. И сейчас первое действие, которое я буду совершать при сшивании, это иглу вдевать в последнюю петлю, которую я провязала. Вот у меня верхняя спица, вот нижняя спица. И сейчас вот эту иглу я от себя поддену в петлю, которая находится на верхней спице. Вот так. Я ввожу в эту петлю от себя и протягиваю до конца нить. Протянула. Дальше мне нужно эту нить протянуть в петлю, которая на нижней спице, вот сюда. Я сейчас ввожу иглу по направлению к себе. Вот ввожу в петлю на спице и протягиваю по направлению к себе эту нить. Вот так. Дальше мне необходимо будет сшить вот эти 2 петли, которые на верхней спице. То есть сначала я поддела иглу под одну дольку вот этой петли, она уже прошита. И сейчас вторую дольку я должна сшить с одной долькой следующей петли. Для этого я ввожу в петлю иглу по направлению к себе и сбрасываю вот эту петлю, которая уже наполовину прошита со спицы. А в следующую петлю я ввожу иглу по направлению от себя. Вот так.
И протягиваю нить. Дальше следующее сшивание я буду совершать на противоположной спице. Беру дольку первой петли, ввожу иглу по направлению от себя, сбрасываю сразу со спицы эту петлю, так как она уже наполовину прошита, и подхватываю следующую петлю по направлению к себе и прошиваю. Вот так. Далее возвращаюсь к спице, которая верхняя. Делаю те же самые действия, то есть ввожу в петлю первую, которая на спице, иглу по направлению к себе, сбрасываю эту петлю со спицы, и затем ввожу иглу в следующую петлю по направлению от себя и прошиваю. Возвращаюсь к нижней спице, делаю те же самые действия. Ввожу на нижней спице сначала в первую петлю от себя, сбрасываю эту петлю со спицы и ввожу иглу в следующую петлю по направлению к себе и протягиваю нить. Теперь перехожу к верхней спице. Делаю то же самое, что я делала раньше на верхней спице. То есть ввожу в первую петлю иглу к себе. Если я на нижней спице ввожу сначала иглу в петлю от себя, а во вторую к себе, то на верхней наоборот. Я ввожу в первую петлю иглу к себе, сбрасываю со спицы и во вторую петлю от себя ввожу иглу и протягиваю нить. Теперь перехожу к нижней спице. Здесь я ввожу в первую петлю иглу от себя, сбрасываю эту петлю со спицы, и в следующую петлю я ввожу иглу к себе и протягиваю нить. Обратите внимание, когда я ввожу иглу во вторую петлю я со спицы не сбрасываю, она остается на спице. Вот так. И перехожу к верхней спице. Ввожу иглу по направлению к себе, в первую петлю сбрасываю со спицы, а во вторую петлю я ввожу иглу по направлению от себя. И вторая петля осталась у меня на спице. Протягиваю нить. Вот такой шов получается. Плохо видно, потому что такая пряжа. И, как я уже сказала, я постараюсь отснять небольшой кусочек, как я делаю незаметный трикотажный шов петля в петлю на более удобной пряже для этого. Я сейчас сошью еще небольшой кусочек полотна, затем вставлю подушку готовую уже вовнутрь и дошью подушечку таким образом до конца. Подушка у меня будет готова. Я обязательно в конце видео поставлю фотографии готовой подушки. А на сегодня у меня все. Я желаю вам всем всего хорошего и до новых встреч!